Здравствуйте, дорогие подписчики, любители 3D-моделирования, программирования и робототехники. Сегодня праздник, последний день Масленицы и Прощального воскресенья, а также математический день числа π и науки. Поэтому мы сегодня решили сделать так, что покажем небольшой видеоролик, как в Майнкрафте с использованием языка Python и его Minecraft IPE реализовать сжигание чучелы вестника, так сказать, зимы, чтобы пришла весна. У нас чучело будет состоять и олицетворять Здравствуйте, дорогие подписчики, любители 3D-моделирования, программирования и робототехники. Сегодня праздник, последний день Масленицы и Прощального воскресенья, а также математический день числа π и науки. Поэтому мы сегодня решили сделать так, что покажем небольшой видеоролик, как в Майнкрафте с использованием языка Python и его Minecraft IPE реализовать сжигание чучелы вестника, так сказать, зимы, чтобы пришла весна. У нас чучело будет состоять и олицетворять богиню Мару, конечно же, олицетворять богиню зимы. И состоять она будет из конуса и элементов математических структур, определяющих руки, тело и голову. Из разных материалов, которые будут гореть, которые уже заложены в них свойства горения. И, следовательно, мы его подожжем. Чтобы у нас получилось там как-то более красиво и интересно, мы разместим с вами публику. Конечно же, на Масленицу всегда собирается публика, которая помогает. Вот они. Вот публика, которая разместилась, и теперь она может посмотреть, как мы приготовим масленицу. Так, ну что ж, сейчас нам осталось запустить саму проект масленицы на языке Python написанное. И можем наблюдать построение нашего вот чучела, которое сгорит непосредственно сейчас, через какое-то определенное время. Итак, у нас количество зрителей примерно столько. Но чтобы не зависал больше компьютер, это сделано не из голема. То есть снежные големы. Если вы давно играете в Майнкрафт, вы, конечно же, знаете, как создать этих големов. Вручную мы их не создавали, мы создали их с помощью программы. Зная построение голема, можно создать с помощью циклов количество таких големов, сколько нужно. И как их разместить, уже тоже знаем математические формы. Построение самого чучела богини Мары, так называемой, предвестника зимы, строится с использованием математических фигур конуса в основании, прямых линий, определяющие уравнение прямой линии, и, соответственно, некие кубические структуры, определяющие голову шеи. Частично вы уже знаете, как это строить, кто читал книгу нашу по Python, Minecraft программирования. Но также выходит дополнительная книга, достаточно скоро, не буду говорить когда, но скоро, касательно именно математики, где подробно описывается, как строить различные математические структуры, вот по типу такое или что-то более сложное. Сейчас она достроится, наша красивая зимняя конструкция, которая будет показывать нашу чучело. Все мы уже готовы, предвкушаем сжигание нашей интересной богини, и которая у нас, соответственно, и сгорит. Вот до сжигания осталось 4, 3, 2,
И сейчас мы сожжем нашу интересную богиню. Вот она сейчас как бы не горит, кажется, но внутри уже идет процесс горения. Я вас уверяю, сейчас мы там сделали специальный код для того, чтобы внутри по окружностям загоралась данная конструкция. И вот уже вырывается огонь. Потихоньку он охватывает все чучело со всех сторон. И мы наблюдаем с вами горение нашей богини. Как говорится, с прощанием Масленицы. Кушайте блины. Пусть наступит красивая, прекрасная весна. Без всяких, как говорится, санкций и без всяких ограничений. Красиво горит. Огонь заполняется. И вот, да. Взорвал так взорвал. Как говорится, с жаром. Мара сгорела с жаром. Ну вот здесь как раз внутри, видите, идет процесс горения. Идет процесс горения, который сожжет нашу богиню. Зрители неистовствуют, как говорится. Они уже замерзли, поэтому им нужно согреться. Вот для них мы и сделали небольшой костерок. Ну и для красоты, что-то у нас слишком холодно, возможно, мы можем поджечь, как говорится, все, что здесь стоит. Именно нижнюю часть. Ну, по большей степени. Это очень красиво и интересно. Разогреем, так сказать, растопим толпу, чтобы она не замерзала. Ну, вот как-то так. Вот неплохо сгорело. Согрели, так сказать, всю аудиторию. От такого тепла проснется не только зима, но и скоро, весна точнее, и уйдет зима, но и лето. Так что с наступающими теплыми временами года, чтобы у вас была цветочная, ароматная весна и жаркое лето. Всем спасибо за внимание. Хорошо. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что закрыто. У меня
тут отключился микрофон. Ну, добрый вечер, кто все подключился, а кто еще не подключается, но пытается подключиться. Итак, мы, как обычно, начинаем небольшую трансляцию, которую мы сделали перерыв. По ней уже, наверное, полгода ничего не транслировали. Вот решили еще раз рассказать сегодня, продолжить эту традицию. Мы, как говорится, заварили чайку, и сегодня попробуем с вами небольшой сделать экскурс про визуализации при обучении программированию робототехники. Со мной я, если кто не знает, Корягин Андрей, а со мной, соответственно, соведущий подкаста Корягина Алиса. Итак, сегодня мы расскажем вам или покажем про некоторые инструменты визуализации, которыми мы работаем в первую очередь, с которыми мы чаще всего взаимодействуем. И поэтому мы про них более-менее хорошо разбираемся. То есть, так, чтобы вот поговорим о тех инструментах, которые действительно можно применить в образовании, в образовательной направлении, в обучении программированию, где у нас, соответственно, это получается у многих образовательных учреждений, которые используют так или иначе это программирование в каком-то направлении, то есть они какие-то инструменты все равно используют для визуализации. И иногда визуализация играет важную роль в привлечении детей и их задержка, соответственно, именно задержка, то, что они не убегут в течение времени от вас, от преподавателя, соответственно, или просто человека, который хочет изучить, но, соответственно, он ничего не понимает, но ему нужно получить обратную связь. Ну, соответственно, для того, чтобы получить обратную связь, кроме самого преподавателя, может быть еще и сама программа как-то выдавать обратную связь некую в виде визуала, аудиовизуала, контекста в таком формате. Так, сейчас я открою. Вот. В таком формате контекста. Так, вот так сделаем. И иногда преподаватель может быть что-то не досказать, что-то не дополнить, либо какие-то аспекты, нюансы он может не сказать, но визуальная среда, возможно, может помочь. Некоторые визуальные среды очень популярны, некоторые не очень популярны, но по некоторым причинам так или иначе выстроился некий кластер тех сред визуальных, которые, соответственно, чаще всего и транслируется везде касательно образовательного направления. Ну, то есть, когда мы, например, хотим, чтобы ребенок пошел изучать какой-нибудь язык программирования или программирование в целом, то когда приходят какие-нибудь курсы, факультативные занятия, кроме школьных имеется в виду, то вычленяются некие базовые среды. Но перед тем, как перейти к этим базовым средам, давайте обратимся один момент, но, так сказать, популярность, так сказать, языков программирования. Вот, например, есть сервис, так называемый TIOB. The importance of being honest, что значит важность быть серьезным. То есть это такая аббревиатура данная расшифровывается. Данная среда позволяет нам показывать количество запросов, то есть популярность языков по количеству запросов. Запросы могут быть разного калибра, на разные темы, вообще нелепые, какие-то серьезные, какие-то нелепые или вообще детские. Ну и, соответственно, в зависимости от того, сколько раз тот или иной язык программирования был запрошен, такая его рейтинг популярности среди статистических данных повышается, соответственно, устанавливается. И вот здесь на 2025 год мы видим некий такой интересный устоявшийся рейтинг, что Python у нас язык впереди, обогнал языки C, причем на втором месте по суммарной вместимости, то есть если все собрать язык C, C++, C-Sharp. Да, вот все эти языки, если взять примерно, сюда может быть входить даже язык Arduino IDE как отдельный. То есть различные диалекты языка C. Да, то есть они вот как раз в сумме общей показывают нам популярность на втором месте.
Дальше, соответственно, до третьего у нас опускается Java, JavaScript, они Это вровень. разные языки, не имеющие ничего общего, кроме названия. Да, ну, при этом они очень популярны. Язык Go, кто не знает, мы чуть немножко, может быть, о нем тоже скажем. SQL язык. Structured Query Language, язык структурированных запросов. То есть он нужен для работы с базами данных. Как ни странно, Visual Basic, ну сюда входит и Basic, Free Basic, VBA, Visual Да, Basic тот, который для Application. написания макросов в Word в том числе используется, возможно, как одна из причин популярности. Да, то есть, если кто-то считает, что Visual Basic ничего там не пишется, то вот обратитесь, как говорится, к некоторым оптимизаторам офисных программ или работающих офисных программ. Скорее всего, там вы найдете достаточно грамотных, бывает, людей, которые пишут VBA, макросы на VBA, соответственно, для оптимизации своих процессов. А как неудивительно, Fortran популярен, но Fortran... Формула транслейтера, само название уже подсказывает, что данный язык очень удобен для математических вычислений, расчетов, и до сих пор используется достаточно широко инженерами, математиками. То есть, если так посмотреть, то Fortran как никогда очень популярен и не только среди как бы научного сообщества, но еще там для поддержки неких сервисов, которые именно использовали и используют данный язык Fortran. Как неудивительно, Object Pascal и Delphi тоже в лидирующих списках по запросам. Ну, поскольку данный язык не является мертвым, как несмотря на общепринятое мнение, он активно развивается, и в данный момент существует бесплатная среда для разработки на Delphi, так называемый Community Edition, который можно скачать любой желающий. Да, то есть, если кто-то писал или учился писать на Паскале, то вы можете спокойно переходить на Delphi, например, среду. Среда называется Red Studio сейчас на данный момент. Embarcadero ее... Да, раньше был Borland, а сейчас компания Embarcadero, и с этого момента язык Delphi стал кроссплатформенным. Да, теперь можно, например, на языке в Delphi создавать программы под разные операционные системы, в том числе Android, iOS, Linux, macOS и так далее, не выходя соответственно, из среды Red Studio. Все подгружается автоматически, если нужно, и создается, так сказать. Там используется так называемый плагин FireMonkey. FireMonkey — это библиотека, которая, кстати, одним русским разработчиком на самом деле была сконструирована. Да. И потом выкоплена уже. То есть, в целом, Delphi используется, если так посмотреть, он развивается, и популярностью обладает и как среди того, что он очень оптимизированный язык сам по себе, программирования, его хорошая у него поддержка, и плюс, соответственно, если посмотреть, у него популярность именно в кроссплатформенности стала, и, конечно же, среди электронщиков в том числе. Он как был популярен, так и остался. Scratch, как неудивительно, замыкает вот это вот лидирующие списки языков программирования. Если кто не знал, Scratch у нас, соответственно, графико-визуальный язык программирования, блочный язык программирования, он еще такой, сюда совместно можно отнести и Blockly от Google. Это языки, соответственно, без текстового введения программы написания на тексте, а и на виде блоков. Но он тоже популярен, и неудивительно, даже не среди детей, а больше среди даже взрослых, как ни странно. Если посмотреть на статистические, так сказать, данные популярности в образовательном направлении, какой язык используют для обучения программированию, то на первое место вместе с Python выходит Scratch. То есть Scratch с Python, например, идут как говорится, ноздря в ноздрю. И здесь они конкурируют на, так сказать, погружение, использование в качестве начинающего языка программирования. Но эти языки, что Python, что Scratch, подобные языки, носят, соответственно, и имеют большие ахиллесовые пяты, так сказать, или не одну пяту, так несколько. По некоторым причинам, например, Scratch считают легким языком программирования, как и Python,
Но когда мы доходим до каких-то проектирующих сложных процессов, углубляемся в язык, то у нас получается, что Scratch не сильно подходит для таких процессов программирования и создания, слишком громоздко. Я чуть попозже покажу пример реализации игры, например, на Scratch-подобном языке. Или вот Python, соответственно, вроде бы как динамическая типизация язык, как и JavaScript, поэтому он еще и популярен по этому вопросу. Но из-за того, что он именно с динамической типизацией, то возникают некие большие ошибки, особенно и его условностью в ООП относительной. Прежде всего, Ну, то есть, как будто кажется, что, соответственно, вы там работаете с классами, объектами, но на самом... Инкапсуляция реализована очень ненадежно, можно сказать, условно. То есть... Ну, то есть вы можете, думая, что происходит там какая-нибудь защита данных, да, то может быть открыты на самом деле. На самом деле доступ к переменам, к атрибутам любого объекта можно всегда получить. То есть как таковой закрытости атрибутов не существует, а это первый, один из главных принципов ООП, это инкапсуляция. Ну, да. Есть еще другие, конечно. Ну, там, да, и с оптимизацией тоже он хромает. Утиная типизация, так называемая, это когда тип параметров может быть фактически любым. Главное, чтобы чисто формально синтаксис соответствовал. Да, и от этого бывают некоторые сложности. А вот строгой типизации языки, они более, соответственно, сложнее, но зато, если ты все правильно написал, они и компилируются, и быстро работают. В отличие от Python, например, Python язык... интерпретируемый язык. Да, как и JavaScript, я бы сказал даже, скорее всего. Он скриптовый язык JavaScript. Да. Если рассматривать Go, то вот Go как раз более простой язык, ну, в плане функционала. У него нет ООП, он функциональное программирование, он тоже популярен, поэтому по некоторым вот причинам еще, что он такой достаточно простой. В плане освоения там мало команд, мало синтаксиса, можно изучить просто достаточно быстро. В этом плане. Конечно, мало и уроков, мало различных книг по нему, и он в первую очередь также для веб-разработки используется, но он тоже завоевывает некий свой там нишу свою. Завоевывает свою нишу. Итак, давайте посмотрим, что же мы приготовили для вас дальше. А дальше мы хотим поговорить вам о том, что вот эти все языки программирования на самом деле имеют некие родственные связи. И, соответственно, изучая один язык программирования, мы имеем связь некую с другим каким-нибудь языком программирования, через который можно потом перейти, если нам это нужно. Мы можем посмотреть вот такую инфографику, она часто в сети появляется. Инфографика языков программирования высокого уровня. Всего языков программирования высокого уровня насчитывают, говорят, около 9000. 700 где-то примерно официально зарегистрированных. Самые древние языки программирования, первые, так сказать, языки программирования высокого уровня считаются Fortran, COBOL, Lisp, Algol. Алгоритмический язык. Да, BSPL, предшественник языка C. Вот этот формат. Before C Programming Language, как еще в шутку расшифровывают эту аббревиатуру. То есть язык до языка, да, язык до языка C. Язык до языка C. И если посмотреть, то количество этих инфографических вот этих линий, он показывает нам количество родственных связей, преемственности, так сказать, одного языка у другого. Поэтому, если, например, вы изучаете какой-то язык для начала, и вам нужно перейти на другой язык, то ориентируйтесь примерно, что есть некие языки, которые имеют родственные связи, и тогда по ним легче перейти, а есть языки, которые не имеют почти родственных связей, или очень мало их имеют, через какие-то другие, там, третий, четвертый форматы языков, и, соответственно, переходить на них тяжело. Например, с Python тяжело перейти на Pascal. Если вот посмотрите, кто изучает Pascal или кто изучает Python, попробуйте перейти по синтаксису быстренько на тот или иной язык. У вас, соответственно, будет некое разногласие
в понимании. То есть у Python, например, там отступы, но нет никаких точек, запятых, и end, begin там и так далее. А у Pascal есть end, begin, соответственно, форматы конструкции в таком... Есть у Pascal function, есть, Есть функция, есть процедура. процедуры. Да. А у Python Тоже. все есть функция, да. Все есть функция, и все через нее делается. C и Pascal тоже диктуют, например, в C фигурные скобки обозначают начало и конец тела блока, функции, например, или цикла. А в том же Delphi это комментарий. Ну вот, да. Или, а если посмотреть на Low, который современный язык относительно 2000 году появился, то он похож по синтаксису с Python, но имеет некоторые конструктивные модели из Pascal. Там у него есть begin, end у него есть там, соответственно, формат, и что-то между, даже не Pascal, наверное, ближе к Basic, если так вот рассматривать по синтаксису, только не с большими буквами, как говорится, написано. А вот Basic, например, ближе у нас к Fortran, как ни странно. То есть можно вот увидеть некие связующие элементы. А самым древним языком, например, для детей в 70-х годах, то есть конца 60-х, начало 70-х, являлся лого-язык. Пеппертом Сеймером как раз разработанное. Мы к нему еще вернемся, к этому автору. Сеймер Пепперт, да, извиняюсь. Мы к нему еще вернемся. Интересный человек разработал такой язык лого, как черепашья графика, он еще называется, который использовал для детей дошкольного возраста уже в 70-х годах. То есть в 70-х годах детей в школу внедряли такой язык программирования. Не только там, мы знаем, в России, но и вообще начиная это все с европейских стран. А уж только потом до России дошло. И вот только в 88-м примерно году научно доказано, что язык лого действительно помогает изучать математику, такие предметы, там, программирование и так далее. То есть достаточно хороший язык, хороший программирование. Математических команд. Полярная система координат используется для построения изображений, так называемой черепашкой. Графический исполнитель, который умеет поворачиваться вперед-назад, прочерчивать след. Нет. Так, ну да. Да, и в целом у нас получается, что язык лого является предшественником всех детских языков, условно, которые потом после него условно появились для образовательного направления. Если так посмотреть в историю, то у нас лого, Basic, который для студентов, а потом Pascal примерно рядышком с лого, чуть позже появился тоже для старшей школы. И вот эти вот три языка условно завоевали образовательную ветвь для детей до 20 лет. Примерно так можно назвать. Ну, давайте вернемся в список наших языков. Касательно этот список определяется для детского обучения программированию. Если посмотреть конкретно, почему именно Python, Scratch, JavaScript, Lua, там, например, на первых местах появились, и почему они вырвались в этот момент, и вот можно даже обратиться, почему C-Sharp даже вырвался, чем C и C++, это связано вот как раз со средами визуализации и с неким парадигмами восприятия вообще алгоритмического языка. Конечно же, мы уже затронули, что Python у нас с динамической типизацией. Ну, соответственно, от этого некоторые отпираются люди, думая, что тогда не нужно объяснять детям, что такое тип данных, условно, ну, или упрощать его объяснение. Можно опускать установку тип данных для начала и, соответственно, пиши, что хочешь. Напишешь цифру, значит, подумать, значит, Python должен определить, что это как число. Напишешь там дробное число, целое число, какое-нибудь большое там число, он должен как бы сам определять. Строки тоже различать между числами и так далее. То есть большая нагрузка на память, но... Потому что выделяется память всегда по максимуму. То есть какой наибольший тип, допустим, сколько там, 16 занимает байт. Ну да, скорее всего, 16 байтов, да.
Ну, а Scratch, соответственно, популярен и Blockly по той причине, что он графико-визуальный. То есть не надо ничего писать, надо просто вытаскивать нужные команды и устраивать ее в порядке там друг за другом чередовать. От этого будет зависеть, соответственно, как мы получаем некую структуру алгоритма языка. То есть, например, если на языке Python мы напишем вывести текст там 50 раз, то будет короче намного, чем написано это то же самое программа на языке Scratch, если так посмотрите. Но, соответственно, если вы напишете на Python, точнее, программу из 100 строк, то на Scratch это будет, соответственно, уже, может быть, даже 500 иконок таких, чтобы, соответственно, все это работало. И в Scratch как раз в этом и проблема заключается, что слишком громоздко, и можно потеряться в маленьком экране, где что начинается и как, чем и заканчивается. В этом есть сложность. Ну а в Python сложность в том, что он все может напутать вам в плане типизации своих данных. Lo тоже очень интересно, он появился недавно, но он тоже вырвался так сказать, в лидеры языков программирования для обучения детей. Lua и Luau, так называемый. JavaScript, понятно, он сюда входит и HTML, и CSS, он нужен для веб-разработки. Ну, если кто знает, то вот в некоторых школах бывает, есть специально факультативные или целые отдельные уроки, посвященные разработке веб-страницам. Ну и, соответственно, есть отдельно и целые кружки по данным курсам, темам разработки веб-сайтов, веб-страниц, создания. То есть это отдельный класс, он появился условно с конца 90-х. Такие курсы сначала для студентов, а потом, соответственно, все омолаживался, и вот дошел до детей. Ну, соответственно, сайты, можно сказать, это один из тоже из первых вариантов инструментов визуализации. То есть ты пишешь код и сразу видишь результат при загрузке, просмотре в браузере. Что очень наглядно в целом было. Но, а как же другие инструменты? Почему они так вот идут в таком порядке? Почему именно, например, Python так больше популярен, чем, например, тот же самый язык C или Pascal? Как видите, Pascal Basic немножко пониже. Но они есть еще, присутствуют в некоторых учреждениях, кто-то его преподает. Например, в педагогическом университете когда-то я знал, преподавали Visual Basic Net. То есть еще эти программы используются. Ну, давайте посмотрим, что же могло повлиять на популярность этих языков. На наш взгляд, когда мы рассматриваем данные языки программирования, то чаще всего как раз вычленяются некие среды визуальные. В первую очередь визуальные среды программирования, или точнее визуальные среды трехмерной, двухмерной графики. Графическая визуализация. Сюда относятся, например, такие среды, как игровые Minecraft, как ни странно, Roblox, Scratch, Unity, Blender. Например, для Pascal это Lazarus, Castle Game Engine, Red Studio, то есть такие. Тут сюда же Visual Studio можно добавить, как среда, такая платформа, которую можно использовать. Они все бесплатные, то есть бери, устанавливай, работой. Ну и, соответственно, модули для Python. Есть очень много различных модулей для Python, в том числе и графические. Как, например, встроенные модули Turtle, мы чуть попозже о нем покажем, какие варианты возможны реализовать, например, в черепашьей графике, в графике модуля Tkinter. Есть отдельный модуль Pygame, который предназначен для разработки 2D или 3D графики. Ну и, соответственно, там еще есть Panda 3D, как для 3D графики. Если кто подписан на мой канал, соответственно, видел некие записи уроков, посвященные Panda 3D. Я транслировал. Чем же популярен, например, Minecraft? И почему мы его тут подписали внизу 3 языка? Lua, Python, Java. Очень просто. У Minecraft есть еще отдельная ветка, надо тоже уточнить ее, что эта ветка связана с образованием, так называемый Minecraft Education. Этот Minecraft Education поддерживает программирование на Scratch, и они идут в связке со Scratch. И если есть учителя, соответственно, они знают, кто преподает, соответственно, используя Minecraft. Чаще всего это популярно в европейских странах для детей там 8, 9, 10 лет, условно, ну, больше, старше, наверное, и нет смысла там обучать этому Майнкрафту. То есть не Майнкрафту, а программированию с использованием Scratch и используя визуальный элемент Minecraft.
Почему именно его используют? Ну, потому что он оптимизирован. Если нам нужно какую-нибудь сложную графику написать, создать объекты, много больших там кубиков, 1000 реализовать, но он справится. Он справится, он создаст, он раскрасит, он реализует. То есть он с трехмерной графикой сможет справиться. Мы, значит, учим с детьми, соответственно, трехмерную визуализацию. А что же конкретно самого Майнкрафта? У Майнкрафта есть версия там Minecraft Java и Bedrock, например, так называемая. Но вот есть модификаторы Computercraft, так называемый, под Майнкрафт версии. Это такой модуль там, то есть кубик в виде компьютера. Ребенок, соответственно, может взаимодействовать с этим, персонаж игровой может взаимодействовать с этим компьютером и, соответственно, переходить в так называемое консольное окно, где может создавать программы на языке Lua. В первую очередь там программируют черепашку, ну, то есть трехмерную кубик такой черепашка командного блока, который, соответственно, выполняет все команды, которые укажутся, соответственно, в этом консоли. Обычно это создание кубиков, блоков, рисование каких-то разных, то есть цветовой формы кубики, уничтожение блоков внутри, то есть как черепашка, как Pac-Man можно назвать его так. То есть это такой альтернатива варианта лога, но в трехмерной графике. Если рассматривать сам Python, Minecraft как игру еще, то она разработана на языке Java, если кто не знает. Соответственно, под нее делают моды и плагины. А моды и плагины непосредственно у нас реализуются, можно реализовать, то есть любому желающему, там, например, используя Eclipse какую-нибудь среду, написал, использовать какой-нибудь сервер, например, локальный, как Spigot или Bucket, так называемый. И, пожалуйста, вы создали свой мод или плагин, можете играть в определенной версии с этим использованием плагином через сервер и то есть, реализовывать все свои задумки. Можно покупать отдельный сервер и использовать этот свой плагин, чтобы другие игроки заходили и играли, соответственно, в вашу среду Minecraft с вот этими плагинами и модами, то есть вашими модификациями, некие взаимодействия. Такое тоже возможно, но она больше такая, более для взрослой, можно относительно аудитории. Впрочем, согласно статистике Майнкрафта, Маджанга, в средний возраст пользователя Майнкрафта 24 года. Про Python мы тоже, конечно же, хотим упомянуть, потому что у нас даже 2 книги по Python, и планируется еще 3-я книга про всякие физические, моделирование физических или различных явлений природы, да, законов природы различных моделирования. Это там и планетные моделирования, и ядерные, и волновые. Дисперсия, дифракция. Да, то есть что можно красиво реализовать в среде Майнкрафт. Python, впрочем, очень популярен здесь достаточно, потому что Minecraft начал сотрудничать с разработчиком микрокомпьютера Raspberry Pi. Raspberry Pi, соответственно, в рамках популяризации в свою операционную систему добавляет бесплатно Minecraft. То есть, если кто покупает Raspberry Pi, устанавливает операционную систему и может спокойно запускать ее и играть в Майнкрафт или программировать в Майнкрафте. То есть там уже настроено так, что можно писать код на Python, тот же самый, что у нас в книгах написано, например, и реализовывать задуманные свои решения, там, например, от архитектурных до просто мини-игр внутри игры. Как мы знаем, Майнкрафта популярность большая, 300 миллионов копий продается ежегодно, ежемесячно даже, да, ежегодно, 300 миллионов копий ежегодно, а вот примерно 170 миллионов человек ежемесячно посещают данный Майнкрафт. Поэтому неудивительно, что он так или иначе связан был с языками программирования, так или иначе его заметили бы в этом направлении, и его можно использовать как обучающую образовательную среду. То есть никакой сложности в том, чтобы не использовать их, я не вижу, и его действительно используют чаще всего. А в связке Raspberry Pi, микрокомпьютера и вот этот Майнкрафт, это вообще бюджетный класс. Обычно так любят делать в европейских странах, в Африке. Дешево, сердито, бюджетно. Микрокомпьютер достаточно не такой дорогой, как современный сейчас большой компьютер.
А Roblox, соответственно, тоже имеет смысл о нем сказать. Roblox Studio, соответственно, есть в Roblox, который подразумевает, что любой желающий может от 8 лет, там 7, не знаю, хоть с пеленок вышел он, создать свою игру и опубликовать ее, которая будет, соответственно, открываться на любых платформах, потому что у Roblox есть соответствующий сервер. Приложение под разные устройства, которые позволяют открыть их игры на любом устройстве. Ну и, соответственно, популярном, конечно, устройстве. И, соответственно, конечно же, популярность программирования тут тоже через язык Lua имеет место быть. Об этом тоже написано книги много, в том числе у меня две. Вот третья выйдет про создание именно игры с точки зрения геймдизайна и написания сценариев. Если кому-то интересно, ждите, потом будет анонс. Так, но по Python я уже сказал, у него есть графический модуль, который очень популярный тоже. У Roblox, впрочем, тоже сидят достаточно взрослые люди, и даже бренды заказывают, чтобы создать различные приложения. Там Gucci, NVIDIA, Eldorado, Samsung, Ашан тот же самый. Если посмотрите, там много Билайны, Мегафоны. То есть там действительно есть такие приложения, которые именно для того нацелены, чтобы как говорится, расширять клиентскую базу, которые смогут покупать и, соответственно, приучать, так сказать, ко вкусу их бренда. Можно так назвать. Ну и, конечно же, кроме компаний, есть просто инди-разработчики или целые разработчики, которые именно специализируются на такой детской анимационном играх. Про Scratch можно сказать, что там тоже 20 миллионов пользователей, как официально Scratch, но и также есть еще его разновидности, который позволяет нам визуализировать вот различные решения двухмерной графики обычно и анимации там создаванием. То есть, если Roblox и Minecraft это трехмерная графика, то Python вот с Pygame, Tkinter, Turtle это двухмерная графика. Scratch это двухмерная графика. А вот если дальше смотреть Unity, который популяризирует язык C-Sharp, ну вот благодаря вот его легкости написания кода на C-Sharp, он хорошо собирает мусор, так называемый. Ну, да, в отличие от других языков группы C, так называемая автоматическая сборка мусора, это значит, что пользователь, программист не обязан удалять вручную все объекты, которые он создал в ходе написания алгоритма. Да, а вот, соответственно, C-Sharp может все это вам оптимизировать. Тот же механизм, кстати, в языке Java реализован. Да. И, соответственно, облегчает разработку. Ну и Unity большое сообщество, соответственно, 47% игр мобильных сделано на Unity. Неудивительно, что он такой популярный. Его тоже можно использовать в образовательном направлении. Он достаточно бесплатный, есть даже для образовательных направлений версия бесплатна. Есть специальная персонал, так называемая версия, тоже можно использовать бесплатно, создавать игры, то есть нет никаких там сложностей. Ну и, конечно же, с развитием прототипирования, 3D-моделирования, визуализации в школах, в образовательных различных учреждениях, в том числе и университетах, то Blender, как неудивительно, стал более популярен, чем многие-многие другие 3D-редакторы. То есть, если смотреть по популярности между 3D Max, 3D Maya, как Cinema, то Blender их достаточно обогнал в образовательном контексте. Он достаточно мощный редактор, он может создавать анимации, может создавать и даже игры, если BGA рассматривать, то есть Blender Game Engine, есть движок у него свой физический. Различные, ну, конечно, специализируются больше на 3D-моделях разработки, но и в том числе у него поддерживается скриптовый язык Python. То есть у него целый редактор есть, который можно создавать аддоны. То есть можно создать аддон, дополнения, которые нет в Blender в основном. И так вот, благодаря этим аддонам он обычно и популяризируется, расширяется. То есть каждый разработчик может предложить свой вариант разработки, его может одобрить, могут не одобрить, но если он хорошая, полезная штука, то его одобряют, и он пополняет, так сказать, инструментарий Blender. Тем самым он расширяется и становится более универсальный. Поэтому он называется Blender, что все смешано там в нем в куче. Он все может, можно сказать, при желании. Можно пользоваться одним редактором, и он сделает все. Вот недавно даже был разработан плагин, который превращал Blender в Photoshop.
Ну и, конечно, про Lazarus и Red Studio мы уже сказали. Есть такие среда, они очень популярны, особенно Lazarus среди школ. Очень, если вы посмотрите, то можно посмотреть по статистическим данным, что, например, в образовательных школах даже России Lazarus преобладающий, имеет больше, чем Red Studio, например. Конечно, удивительно, Lazarus тоже русским товарищем разработан. Да, и он поддерживает Object Pascal, так называемый язык, сравнимый с Delphi. Объектно-ориентированная версия. Да, то есть он ООП поддерживает, так да. Вот. Ну и, соответственно, тоже есть игровые движки, которые поддерживают Pascal, например, Castle Game Engine. Я о нем тоже делаю видеоролики. Кому интересно, можете посмотреть, оценить. То есть можно через любую среду визуальную, которая популярна, обучать языку программирования с некой иммерсивностью, так сказать, интерактивностью. Ребенок делает, ребенок видит. И параллельно изучает некоторые разделы дисциплин, которые ему нужны. Мы о них сейчас попробуем поговорить. Еще одна ветка, которая популяризировала данные языки программирования, именно Python, Scratch и так далее, это робототехника. Я тут как раз изобразил тех роботов и конструкций, которые являются как бы ключевыми, и с теми, которыми я работал непосредственно. Можно разбить их на две категории. Это роботы на микроконтроллерах и роботы на микрокомпьютерах. Слева на микроконтроллерах, а справа на микрокомпьютерах. Соответственно, отличается памятью, быстродействием. Соответственно, от этого зависит и большая ли программа будет, большие ли данные там обрабатывать, быстро ли будет обрабатывать и так далее. Соответственно, Arduino платы у нас изначально были на языках C для студентов, потом из-за популярности среди мейкеров, так сказать, создания простых инди-проектов каких-нибудь, там умный домик, какой-нибудь умный выключатель и так далее, элементы умного дома, то он стал популярен и дошел до детской творчества, в том числе и в робототехнику. На его базе делают различные робототехнические наборы. Там Клик, Ники робот, Red, есть тоже Red, кажется, конструктор. А справа у нас микрокомпьютер. Микрокомпьютер один из популярных носителей микрокомпьютера — это Raspberry Pi. К нему еще можно отнести Lego. Причем программную оболочку Lego как раз разработал тот же самый Сеймур Пепперт, который разработал Logo. Поэтому есть некая преемственность связи между этими языками Logo и Lego. Более органично, да, более органично, там даже очень удобно. Но если кто учителя преподают робототехнику, они, особенно с Lego, Lego у нас вообще очень давно, соответственно, он знает, о чем речь. И на основе популярности робототехники последние 10-15 лет Scratch подключился к этому вопросу. И теперь можно Arduino роботов программировать на Scratch. Там есть отдельно Scratch, есть такие среды, как MBlock, например, который тоже на Scratch, есть PictoBlock, кажется, который программирует, соответственно, тоже на Scratch-подобном языке блочном. И, соответственно, микрокомпьютеры тоже на Scratch поддерживают популярные, в том числе Lego, Raspberry Pi. Это они все поддерживают для программирования с помощью Scratch. Но дополнительно, так как это микрокомпьютеры, значит, они могут поддерживать, изменять операционную систему, дополнительно могут пришиваться. Соответственно, с разной операционной системой можно использовать разные языки программирования и для каких-нибудь более сложных задач. Python можно использовать язык, Java, MATLAB даже имеет определенное расширение для вычислений научных каких-нибудь, использовать именно аппаратные средства, которые нет под рукой, но можно, то есть нет научных лабораторий под рукой, но есть, например, образовательный набор. Пожалуйста, можно с помощью образовательного набора и MATLAB какие-нибудь научные исследования проводить. RobotC среда для Vex тоже имеет поддержку, например, для программирования Lego EV3, например, на языке C++. Что же изучают в данных средах в первую очередь? Что же можно изучить, я бы так назвал? То если рассматривать в том контексте, как мы преподаем детям и пишем учебники образования для детей и смотрим
что же преподают другие образовательные учреждения через эти среды, то вот можно вычленить как бы основные ключевые факторы. Темы, можно сказать. Математика, в первую очередь, конечно же, математические термины, математические темы. Это, например, планиметры, стереометры, афинное преобразование. Сюда относятся там движение. Что такое движение, как запрограммировать движение, как движение будет в трехмерном пространстве, в двухмерном пространстве, поворот, отражение. Растяжение, сжатие. Да, ну то есть, можно сказать, топология, даже элементы топологии тоже можно реализовывать, особенно в компьютерных средах, игровых движках, так называемых. Построение графиков функций, конечно же, если это можно в двухмерной, то в трехмерной это будет вообще шикарно. Можно обойти этот график, условно, функцию со всех сторон, посмотреть каждую точку, как она построена, где-то критические точки проанализировать, как они ведут себя в пространстве. Ну, то есть, вот это интересный момент. Вероятность очень частая. Вероятность, там, математическая логика, это очень часто сопутствующие темы, да, связанные вот с игрой. Обычно разработка игр каких-то, там, появление случайных ботов, NPC, случайные диалоги, поведение объектов при взаимодействии, там, какая логика включается, там, в зависимости от того, противник он там у тебя, или это дружный объект, или просто объект твердое тело, и ты должен столкнуться, он должен как-то себя повести, там, разрушиться, отскочить и так далее. Ну и, конечно же, без тригонометрии не обойтись здесь, в этих разработках игр. А кто-то, если погружается какими-то такими, иногда делают среды гиперболические, Римановые сферы, так сказать, там вообще может быть комплексные числа. И мы о них как раз немножко сейчас скажем. Физика тоже здесь отдельный как метод изучения, потому что кинематика, динамика твердого тела, что в визуальной среде, что в робототехнике, конечно же, эти темы должны подниматься, и если грамотный педагог, то он это будет использовать в плюсах, так сказать. Если тебе тело нужно симулировать гравитацию, как на Земле, то, соответственно, ты должен знать из физики, какое ускорение свободного падения, и как будут вести себя тела, брошенные вверх, там, в бок и так далее. Ну, вот так вот. Статистика, соответственно, статика, извиняюсь. Статика, ну, в зависимости от того, будет как держаться статично или не, равновесие тел. Это на многие, такие игры даже есть, на статичные или объекты вычисления. Но обычно это даже присутствует в игровых движках уже под капотом. Но если, например, брать Python какой-нибудь с Pygame или Kinter с Turtle, то можно, например, написать эту физику с нуля. Ну и про оптику, звук, акустика, работа со звуком, создание эффектов звуковых, эффект Доплера, сюда же можно оптика, отражение, освещение, распространение света, различные цветовые фильтры, сюда тоже относятся, можно сказать, к разделам физики. Но если мы хотим, например, создать какой-нибудь анимированный объект, который ведет себя как живой организм, там растения колышутся, листочки имеют правильные формы, животные бегают, там, например, кошки на 4 ногах, змеи ползают и так далее, ну, значит, надо разбираться в анатомии живых организмов, их структуре, и как они наблюдать за природой, как они должны двигаться, соответственно, моделировать. Ну и само по себе, конечно, программирование. А программирование – это оптимизация. Это доработка алгоритмов, использование их для того, чтобы алгоритмы не так просто придумали, как говорится, а для того, чтобы быстрее и безболезненно решить ту или иную задачу, причем в массовом, так сказать, контексте. И когда ты создаешь либо какую-нибудь конструкцию робота и пишешь программу, либо игру, и у тебя, соответственно, твой проект зависает или неправильно ведет, значит, ты напортачил что-то с кодом, какая-то где-то ей заложилась ошибка в логике, и нужно, конечно же, это все время просматривать, анализировать и оптимизировать, так сказать. Но архитектура и дизайн, конечно же, во всех этих средах присутствует. То есть, если рассматривать неодушевленную природу, здания, технику, то реализация, что в робототехническом направлении создал машины различные, как они должны двигаться, что такое рулевое управление и так далее, то и в программном тоже реализация там, зданий имеет существенное
подход, то есть реализация трехмерных зданий, двухмерных зданий, неважно. Главное, чтобы они были похожи. Особенно если посмотреть на игры там в 80-х, 70-х годах, вот там вот чистая математика, условно, где с помощью пикселей, линий реализовывались объекты, которые читались как вот именно архитектурных строений. Можно было различить. Литература, как ни странно, но в программировании, робототехнике использование этих средств достаточно популярно. Если посмотреть, то разработка игр, чтобы она была популярна среди игроков, нужно какой-то сюжет. Ну, желательно хотя бы какой-то, или смысл какой-то придать, чтобы было интересно, погружение, какое-то взаимодействие. Там бывает прописывание диалогов, прописывание различных поведенческих элементов в процессе, мотивация персонажа, зачем он идет, куда он идет и почему он туда пошел, и вообще нужно ли ему туда идти. Тоже нужно это прописывать, это уметь, то есть создание дизайн-документа, создание сценария, сюжета, это очень полезная вещь, и можно это использовать даже в литературе и реализовать их с помощью программ, то есть сочетать и то, и другое. Всегда можно это применить. Из книг, которые, соответственно, рассматривают данные среды, о которых я рассказал, вот некоторый список я вычленил. Ну, конечно же, я не мог обойти и наши книги, которые мы написали про Python и Pascal и Roblox, потому что, ну, я о них уже упоминал. Про Unity, конечно, Unity в действии очень хорошая книга. Есть физические эксперименты по Lego, книжка, есть методические сборники по Клику и Нике, это вот Arduino роботы, если вот они тоже популярны. Если нужно просто с Arduino работать, там есть вот умная робототехника, есть с Raspberry Pi конкретно книжки, но их достаточно не так много, как с Arduino. Взаимодействие. Есть отдельное там изучение Python для детей. Ну, вот этот Python для детей, например, Brix считается относительно хорошим, но он поверхностно охватывает эти моменты работы с Turtle, например. И от Кинтер вообще вскользь в виде игры там показывает. Вот, соответственно, скоро планируется, я надеюсь, будем готовиться, уже готовится и, надеюсь, будет выпускаться 2 книги по программированию на Python, именно с погружением вот модуль Kinter, Turtle, более детально, более продуманного напишет ее Алиса Витальевна, который со мной соавтор. И я надеюсь, книга будет полезна многим. Она очень основательная, очень глубокая в этом плане, потому что я знаю, и уже знают некоторые, соответственно, редакторы, что действительно она очень достаточно продуманная, она большая. Ну, на Марка Луца не дотянет немножечко, но уже с ним может конкурировать с книгами. Так, ну если посмотреть из примеров, что, например, можно делать в Майнкрафте, да? Давайте посмотрим. Вот у нас есть архитектурные сооружения, они не вручную делаются. Слова, вот буквы. Это все с помощью программного кода и просто это визуализация. Майнкрафт это инструмент визуализации. Мы видим то, что мы делаем. Мост, допустим, с помощью теоремы Пифагора строится. Да, например, вот пример из картинки. Из книги, извиняюсь. У нас есть канат. В том числе, да, и на картинке был изображен тот самый мост. Да, в качестве примера, если кто не заметил, вон там мост в центре. Соответственно, есть чертеж. Что должен начинающий делать, чтобы создать архитектурное сооружение? Он должен нарисовать его, в первую очередь, и представить его, как оно должно выглядеть. А согласно его представлениям и рисунку, он уже может перенести все эти вычисления, которые он описал, чертеж, так сказать, в программный язык. Какой язык? Неважно в данном случае, какой изучает. Ну, в данном случае, вот здесь мы изучаем Python. Ну, значит, используем Python язык для того, чтобы и синтаксис языка Python в использовании API, вот это в майнкрафтовском, чтобы, соответственно, создать поблочно структуру моста, например. Вот эти числа, если посмотреть числа справа в коде, то они совпадают с числами слева на рисунке, имеют некую закономерность. Так, если посмотреть, например, вот у нас должна выйти вот 3-я книга про физические природные явления, то вот, например, может кто-нибудь догадается, что же за природное явление
здесь мы изобразили моделирующий процесс. То есть это можно показать действительно, это даже наглядно видно, например, пересечение вот тех волн синих с желтыми. Ну, я думаю, кто-то догадается, можете написать в комментарии под этими трансляциями. Будет, как говорится, будет даже интересно. Мы того осветим, этого человека, скажем, что он гениальный товарищ. Ну, это школьная программа, на самом деле. Пусть он, если догадается, это замечательно. Он говорит, мы его осветим, как говорится, человек этого. Итак, если, соответственно, рассматривать более глубокие вещи, более сложные, то, пожалуйста, комплексные числа можно тоже, теорию комплексных чисел тоже рассмотреть в тех или иных средах разработки. Там, это или могут быть движки игровые, это могут быть игровые сервисы. Вот в данном случае здесь это и опять из Майнкрафта. Фракталы, множество Жуля слева и множество Мандельброта справа. Да. И то, и другое сделано с помощью блоков, реализация и подбора определенных цветов программно, не вручную, потому что здесь все-таки 47 тысяч блоков. Вот на каждом изображении. 233 по ширине и 200 по высоте. Да, примерно 47 тысяч. 46 600, если бы. Да. Ну, я округляю до 47 тысяч. Может, конечно, и больше. Ну, множество Мандельброта, оно чуть побольше. Да, ну, потому что пошире. Ну, то есть, такие возможности обладает Майнкрафт, то есть можно, и он не будет зависать, и достаточно легко он обрабатывает и создает такие структуры. Что это, можно сказать, наглядный пример таких вот сложных процессов. И все это видно, можно подойти близко, рассмотреть каждую часть, это можно увеличить даже программно здесь эти процессы. То есть достаточно все очень хорошо, эту среду можно использовать в этом плане, в графическом, визуальном. Ну и, соответственно, создание каких-нибудь двухмерных фигур тоже, но это если фракталы можно, то эти графики уж подавно. Например, фигура лисажу, пожалуйста. Можно это реализовать там из книги математики. Трехмерные фигуры тоже, например, пирамида Серпинского. Да, ну там можно и, соответственно, фигуры вращения, там эллипсоиды, гиперболоиды. Красивые часы водяные. Да, вот, например, в этой книге реализовано. Если гиперболоид, вообще-то в Батлабе даже его очень сложно построить, и многие ошибки допускают на разрыве точек в соединении. Особенно... Там, где нормальной поверхности не существует, это критическая точка, там возникают сбои, дефекты. Да, а мы, соответственно, показали в данной книге, как использовать алгоритм, который именно красиво это строит. Если на Python это можно построить, значит на другом языке, любом, почти то же самое можно и реализовать. Так, ну и, соответственно, если мы рассматриваем робототехнику, то робототехника у нас перед руками у нас эти детали, мы их выпиливаем, мы их соединяем, если это конструктор. Мы визуально видим конструкцию, мы можем ее пощупать со всех сторон, посмотреть, как она, какие движущие части, какие не движущие части. В зависимости от того, как движутся части та или иная техники, мы пишем под нее программу, если это программируемая электронная вещь, там, например, сервомоторы, они вращают, например, 180 градусов. Ага. Там, например, вот манипулятор, он может двигаться, поднимать и опускать там на градусы, там 30-40 градусов. Захват может на 180. Но от этого мы опираемся и пишем программу. Хотите, пишите на языке C++, хотите на Scratch-подобном языке графическом. Это все можно реализовывать, то есть наглядно и красиво. Для этого есть блоки, Scratch, Arduino IDE среды в таком формате. Есть какие-нибудь виртуальные еще реализации, но именно не трехмерного типа, что интересно. Если использовать, например, для объяснения каких-нибудь предметных тем, например, физики, то можно использовать те же наборы по робототехнике. Ну, вот, например, здесь из книги «Физические эксперименты» показано, как объяснить и рассказать про относительность движения. У нас есть две одинаковые конструкции, и при запуске с разными скоростями эту конструкцию, одну из них можно наблюдать, куда движется, там, когда они движутся параллельно друг другу, с одинаковыми скоростями, с разными скоростями, друг навстречу друг другу. Один стоит, другой движется. Ну, то есть относительно движения по Галилео можно все эти опыты провести.
И достаточно, то есть наглядно, я бы сказал, достаточно очень наглядно, понятно, ну не знаю, если он же самый ребенок, который не поймет, как относительность это смотреть, то уж, я думаю, с помощью таких наглядных процессов он уж поймет точно. Ну и, соответственно, такие физические эксперименты, как из кинематики и динамики, здесь реализовать с помощью робототехнических наборов очень легко и просто. Ну, дополнительно, конечно, и нужно использовать инструменты измерения, например, там, секундомеры, линейки, штангенциркуль какие-нибудь, динамометры. Это все можно в сочетании с этими наборами, пожалуйста, провести различные физические процессы. Там, ускорение свободного падения можно даже вычислить, можно колебания вычислить и так далее. То есть именно проанализировать процессы. Колебания имеются в виду периоды, частоты, там, длину нити вычислить, если это маятник и так далее. Что же можно еще вот с помощью визуальных сред реализовывать, если вот больше как не хватает, или думаете, что ограниченность у них есть? Нет, у них достаточно большой потенциал, ограниченность только от фантазии самого преподавателя, как говорится, или разработчика того, что он использует. Например, в данном случае здесь представлен вариант использования так называемой карты высот, который, то есть берется некая карта, фрагмент карты из Гугла, например, и преобразуется в черно-белый формат, анализируются пиксели, и в зависимости от цвета пикселя, он там от 0 до 255, выстраивается по высоте, ну, условно, эти полигоны. Может так, полигоны, кубики и так далее, в зависимости от среды. Ну, в данном случае в Roblox это кубики у нас с разной высотой. И слева у нас поставлен фрагмент реализации Гималаев. Это вот сделано все из кубика. Там где-то около 100 тысяч этих кубиков для реализации, детализации Гималаев. Справа у нас картинка, слева реализация на левой странице. А справа можем наблюдать реализацию модели, трехмерной модели улицы, проспекта Революции города Воронеж, например, тоже с картой Google. Может, кто-нибудь узнает, где это место, с какой стороны это сделано. То есть так можно моделировать, например, генерировать какие-нибудь карты. Ну, более продуманном варианте, конечно же, алгоритма. Но такой тоже можно делать. И это позволяет нам расширять вообще базу и в программировании различных тем затрагивать, и вообще более глубоко погружаться в программирование. Диалоги — это тоже часть программирования, можно сказать, и литературы даже в том числе. Это написание логи, инфографики, диалогов, что зачем идет, как сделать так, чтобы диалог был структурированный, то есть ты спрашивает, кто-то отвечает. Они должны быть примерно хорошо написаны так, чтобы было понятно, что надо делать, почему так делать не надо и так далее. Ну, то есть какие-то зависимые ответы интерактивные двух объектов игровых, например. Это можно сделать и в робототехнике то же самое, там записать и взаимодействовать с роботом говорящим. Я думаю, много-много таких проектов есть. Почему бы и не сделать в любой среде? Ну, в данном случае здесь представлено, например, в Роблоксе, первой книги. Об этом я пишу. Что и можно еще из литературного направления? Ну, например, сделать видеоролик для литературы, например, в игровой среде для какой-то эпохи или какую-то тему поднять. Вот, пожалуйста, мы раскидали некие объекты, по которым должна летать там камера. Мы, например, снимаем ролик про какую-нибудь там школу, тему, например, из физики. И популяризируем, рассказываем. Тоже так можно делать, реализовывать, какой-нибудь сюжет подвести. Если посмотреть, например, на какие-нибудь ролики в Роблоксе, то это и в Майнкрафте. Это очень популярная тема, то есть создание роликов с помощью среды Роблокса и Майнкрафта для раскрытия каких-нибудь тем. Конечно, там есть дурацкие темы, чисто подурачиться, но никто не мешает сделать что-то такое вот в теме образовательном направлении. Можете попробовать. Например, вот как у меня в третьей книге по Роблоксу, там будет выйдет, например, в контексте со школьной тематикой. Персонаж будет непосредственно не только условно выживать в школе, но и решать некие математические задачи, я бы так назвал. То есть кошмар для школьника. Ну, как говорится, настоящая страшная игра.
когда вот говорят, там ищут страшные игры, ну, я думаю, многие согласятся, что некоторые боятся математики и химии, особенно там вычисления формул. Это для них очень страшно, страшнее, чем какой-нибудь там скибиди-ду и туалет или еще что-нибудь в этом направлении. Если кто не знает, там посмотрите, есть такие популярные персонажи. Так, ну что же интересно еще можно сделать с помощью визуальных сред программирования? Да, пожалуйста, либо это игровой движок, либо какая-нибудь среда программирования готовая, можно использовать в качестве обучения, например, компьютерному зрению, машинному обучению. Вот здесь пример представлен использование автосимулятора. Это игра уже, не буду говорить какая, я думаю, все догадаетесь, кто играет, который используется, например, для тестирования компьютерного технического зрения с помощью, соответственно, среды Python и данной среды в данном случае. То есть очень даже хорошо вот, можно на ней тестировать процесс. Ну, вообще, любой игровой среды трехмерной можно реализовывать различные темы машинного обучения, компьютерного зрения, во-первых, генетических алгоритмов, ну, вообще алгоритмы там, генетические, дикстры, муравья алгоритмы, это все вот можно реализовывать и будет наглядно, очень наглядно, можно будет уже видеть свои огрехи в своей логике, какие-то исправлять и не тестировать, например, на какой-нибудь уже имеющейся технике. Но можно подойти другим альтернативным способом, например, использовать роботов. И тоже используют тему компьютерного зрения. Raspberry Pi, пожалуйста, там Python поддерживается. Пишем компьютерные программы для компьютерного зрения, работать с веб-камерой. И какие-нибудь нам распознавание маркеров, форм тел и так далее. Если Arduino, то можно использовать вычислительную мощность там, телефона, например, на котором будет написано приложение с каким-нибудь на каком-нибудь языке, например, на Delphi, который будет распознавать с помощью камеры цвет и подавать по Bluetooth, соответственно, команды. Тоже так можно реализовать это наглядно. Это сочетание робототехники и программирования, почему бы и нет. Ну а про 3D дизайн, графику там я ничего не буду говорить, я просто пролистаю сейчас. Соответственно, все они содержат уже скриптовые элементы программирования, там можно программировать на Python, как, например, 3D Max, 3D Maya, Blender тот же самый. Вот я тут вещаю. На моем канале много есть роликов по Blender. Ну и, конечно же, для дизайна тоже присутствует определенная игра. Например, не игра, здесь программа. Например, вот есть среда для создания различных фрактальных дизайнерских решений. Apophis называется. Фрактальной графики программы. Он содержит... Фракталы это изображения, которые строятся на основе строгих математических формул. Их нельзя создать вручную. То есть такие картинки не получится сделать ни в Гимпе, ни в Фотошопе. Оно требует именно определенного либо знания математики и программирования. Мы даже сейчас попробуем с вами реализовать процесс этого элемента. Так, я сейчас попробую захватить. Я, наверное, сейчас включу захват экрана. Вот так. Ну-ка, подожди. Его не видно. Так, подожди, сейчас захват экрана. Вот так. Вот. У нас здесь представлен, соответственно, фрактальная графика Apophis AV, так называемая. Случайно сгенерированный фрактал. Что именно? Давай покажем, как, например, в данной среде, она не так сильно популярна среди русского сообщества, но среди иностранного сообщества это большой популярностью обладает среда. То есть у нее есть некие заготовки фрактальные, есть, можно самостоятельно вручную делать, можно программно. А программный код, соответственно, у нас есть специальное скриптовое окно, редактор, да, который позволяет программировать на языке Delphi, наверное, вот, да? К примеру, да, вот можно преобразовать любой фрактал в скрипт. Давай посмотрим, может получится. Ну вот. Вот, пожалуйста, вот программный код, который соответствует вот этим вот часикам с цветочком.
То есть здесь есть встроенные классы. Класс, который отвечает Flame, общая структура фрактала, Transform, который отвечает за программирование определенных геометрических преобразований. Вот. То есть можно в первую очередь, если вы разбираетесь, знаете язык Delphi или Object Pascal, то, пожалуйста, вот еще одна среда визуализации, которая может позволить вам создавать какие-то изображения, вообще оттачивать программирование и дизайнерские решения. Вот именно созданные элементы на Paface чаще используют там в различных дизайнерских решениях для одежды, мебели, обоев, там, ну, различных элементов. Ну и в том числе предлагают, продают или бесплатно выкладывают такие высококачественные изображения. От руки их сделать невозможно. То есть, если их сразу видно, что сделано машинно, так сказать, вычислением, а что сделано от руки. Вот этот фрактал, например, реализован только вычислением, и его... Здесь есть даже скрипт, который запускает анимации вот этих самых часов, и мы даже видео записывали. Да, если что, ссылка будет под этим подкастом на канал, где рассказывается про эту среду. Так, ну что ж, поехали дальше. Я думаю, мы будем скоро закругляться и просто сейчас покажем некие возможности неких сред. Ну, давайте вот окунемся в моменте, что можно, например, сделать с Paface AV. Ну, вот такие, я думаю, вещи вы многие видели. Есть еще там много различных в магазинах, ну, чаще всего это китайского производства. У них они любят красивые вещи. Ну, соответственно, вот это сделано в Paface. Непосредственно в этой программе. Очень дизайнерский, красивый подход. То есть, вот вам... Здесь используются экзотические системы. Да, вы параллельно человек изучает язык программирования, параллельно оттачивает это визуально в какой-нибудь среде программирования, например, в том же Paface, а еще дополнительно он получает еще профессию дизайнера для создания вот таких работ с такими вещами, например. Например, да, для реализации. Инструментов визуализации много. Ну, например, математические инструменты визуализации. Ну, они, можно сказать, платные, конечно, Wolfram, математика и MATLAB, но есть и отдельные модули, например, у того же самого Python, который поддерживает Matplotlib, SciPy, Pil. Трехмерные графики, в том числе. Да. Matplotlib. Трехмерный, да, он тоже поддерживает. То есть, пожалуйста, это бесплатно, и параллельно вы еще изучаете непосредственно язык программирования уже с точки зрения математического подхода. Используйте. Если Unity рассматривать, то, конечно, Unity, вот один из примеров, там, создание какой-нибудь локации, так назовем, ландшафта. И здесь тоже можно прописать логику взаимодействия объектов, там, например, летающие горшки, не знаю, колышущиеся деревья, движущиеся объекты. Ну, просто виртуально. Я думаю, те, кто играет в компьютерные игры, понимают, о чем я сейчас хочу вам объяснить. То есть среды раскрученные, достаточно оптимизированные для использования в образовательном направлении. Их много. Но вот самые популярные, которые популяризировали и языки программирования, мы, наверное, рассказали. Например, в качестве теста, вот, если кто разбирается в Unity, он сразу поймет, кто нет. Но это вот, например, инфографика, графы взаимодействия, переключения, анимации здесь показаны. Это один объект, который имеет, ну, если подсчитать, сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 анимаций. Ну, для разных действий. Там движение, стоит, прыгает, открывает двери, атакует, ну и так далее. То есть вот такие форматы. Их может быть много, этих анимаций. И вот в Unity, например, реализовано это в таком формате. Например, визуально, можно сказать, видно перехода, а даже если будем запускать скрипт, там переход анимации, будет подсвечиваться вот эти все ветки, графы, как они куда переходят. То есть какая будет сейчас задействована анимация, такая она будет и подсвечиваться определенным цветом, там синим обычно подсвечивается и так далее. Если посмотреть на реализацию программ, которые, например, написаны, например, на Python. Что можно делать, например, в Кинтере, в Turtle?
и в Pygame вообще. Мы хотим, конечно, с вами показать, как же без этого. Все-таки про визуализацию рассказываем. Ну, например, у нас есть программа, которая вот будет тоже описываться. Например, мы играем за черепашку. Это у нас модуль Turtle, да, Алиса? Это модуль Turtle. Пожалуйста, вот графика. Обработка событий, управление с клавиатуры. Это все можно так вот реализовать. Черепашка управляется при помощи клавиш стрелок. Об этом, например, не написано во многих книгах популярных по программированию на Python. То есть в данном случае Turtle достаточно просто игнорируется. Ну вот я проиграл, не добежала моя черепашка, слишком медленно. Хотя возможности этой черепашки достаточно большие. И для начинающих, возможно, лучше погрузиться вот в такую черепашью графику, как вот начинал Сеймур Пепперт, наверное, именно популяризировать с 70-х годов, именно черепашья графика. Она все-таки помогает. Вообще все некие аспекты глубокие. Но многие книги, например, игнорируют эту модуль и вот достаточно делают ограниченно его описывают, думая, что это не сильно важно, а больше акцентируют на всяких SQL, но они, я думаю, не для всех нужны, эти SQL. Ну, например, вариант реализации... Модуль. Да, мы забыли скинуть в качестве примера модуль. Ну ладно, это ничего страшного. Может быть, в следующий раз мы покажем, что там интересно. Или вы прочитаете книгу. Да. Или вы прочитаете книгу автора Алисы про программирование в Ткинтере и черепашке. Там много различных примеров. Например, там то, что мы не запустили, это у нас был елочка, например, с наряжанием елочки, развешиваем гирлянды. Ну, чуть попозже, может быть, в видео мы об этом вам выложим. А сейчас представлена, например, вот змейка, которую я часто предлагаю ученикам создать вот такую простенькую игру 2D графики. Но если вы думаете, что... Это на базе Ткинтера. Ткинтер, да, на базе Ткинтера. Ну, то был на Turtle, а теперь Ткинтер. Но есть еще Pygame. Наверное, я сейчас открою. Так. Наверное, сейчас открою Pygame. Если я не забуду, где у меня тут лежит все. Так. Так. Вот. У меня называется Pygame. Ну, например, вот эту игру Pygame, например, я отправлял на соревнования Game Jam. Так называемые, там есть всякие конкурсы игровые, и по Python тоже присутствуют у нас различные геймджемы, так называемые. То есть оттачиваем навыки программирования, отправляя различные игры. Ну вот, например, такой вариант реализации. Я сейчас тогда включу озвучку, чтобы было просто понятно, как это красиво, ну, с точки в плане аудиовизуального эффекта. My dear son, I'm sorry that I have to leave you when you need me so much. You're still young and don't understand, but I hope when you grow up you'll forgive me. We are not parting with you forever and I have not abandoned you. Believe me, fate will. То есть в данном случае здесь мы наблюдаем, что Pygame, например, поддерживает трансляцию, аудиовизуализацию различных звуковых интегрирующих элементов звуков. It's been 20 years since my father disappeared. Mom said he rented a bathyscaphe and went west. The last time, my father's radio calls were recorded 3,000 kilometers from the place of departure. I followed in your footsteps, Dad, became an ichthyologist. My mini submarine will hopefully help find you. I began to have dreams with you, in which you call me. Игры, конечно, можно разного типа делать, но это просто было на скорую руку за одни, там, 10 часов, что ли, примерно.
И вот у нас есть некий там элемент. Мне нужно проплыть 300 километров, не попасть под рыбы, ну и так далее. То есть, ну, такая простенькая типа игра. Но вот тут, что, например, предлагает нам вариант Пайги. Но это не только это возможно реализовывать с ней. То есть, это двухмерная графика, но можно, например, делать и псевдо-трехмерную графику в том же самом Пайгейме. Если мне позволит, то я быстро найду и, как говорится... мы все красиво посмотрим. И я почему-то его не сильно нахожу. Хотя я его только недавно видел. Модели, матрица. А, во. Я его назвал Пуги. Ну, я молодец, конечно. Так. А, нет, это не тот. Это не тот. Это явно не тот. И я сейчас пока ищу и даже не могу сообразить, куда же я его положил. Что-то мы сегодня сплоховали. Я модуль забыла. Так, ну ничего страшного. Мы пытались показать, какие варианты вообще возможно реализовывать. То есть, так, змейку я уже показывал. Delphi проекты, да, на Delphi, например, можно различные приложения. Я о нем даже... Кстати, Апофеоз Совой написан на языке Delphi. Современной версии. Да, и даже есть специальные редакторы PyScript, который написан на Delphi. То есть Delphi... Да, среда разработки Python, как ни странно, написано на Delphi. Вот, пожалуйста, калькулятор. Его можно импортировать потом под Android. Я уже показывал этот видеоролик, который, соответственно, можно реализовать. Ну, вообще, калькулятор — это одни из самых базовых вещей, которые можно реализовывать в любой среде программирования, там, начиная там, от Python, Lua, Delphi, Fortran, все что угодно. Ну, Fortran, не знаю, только консольная, наверное, скорее всего, будет среда. Но языки программирования так или иначе развиваются, дополняются, и те, что языки программирования были там в 70-х годах, уже отличаются намного сильнее от языков программирования, которые сейчас в 2020-м. Даже тот самый же Python, много-много проблем с ним возникает, и когда вам пишут в книге, в учебнике, что Python используется та версия, это значит, что ее, ну или там другой язык C, неважно, то это значит, что на этом языке, под этот язык писалась эта книга, и она тестировалась, и все программы работали именно с этим языком. И не факт, что через 10 там, или 5 лет стандарты не поменяются, и уже эти программы могут не работать или работать некорректно. Что происходит иногда с Python. Например, есть Python 2, есть 2 точка, там 7, 2.6, программы которых не запустятся на Python 3. А на Python, программа на Python, например, 3.8 может не запуститься на Python 3.10. Потому что иногда некоторые там у них... структура модуля меняется. Да, структура модуля может поменяться, и некоторые... Не все, но может вероятность такая возникнуть, что действительно такое может произойти. Ну и, конечно же, если рассматривать Scratch подобную программу, то вот mBlock. Вот эта вот программка написана для одного персонажика. Это программка персонажика панды, которой движемся. Есть у нас, соответственно, еще тела, там, пенек, деревья. И для каждого из них тоже есть программки. Посмотрите, какие они большие. Огромные программки, которые занимают весь экран и больше него, за пределы выходит. И это все, соответственно, для каждого объекта написано, то есть такой мульти-язык. И что же он делает нам? Что же игра это реализовывает? Ну, давайте посмотрим просто. Мы начинаем двигаться. И реализовывается так называемая псевдо-трехмерная графика с перспективным проектированием. То есть для такой большой, как видите, как относительно кажется большая программа, но реализация достаточно простая. В этом плане движутся облачка, мы... можем сталкиваться с деревьями, мы можем собирать какие-нибудь там грибочков. Ну, а о том, как это делать, игру, я, кажется, показывал уже в некоторых видеороликах. То есть вот мы собираем грибы, пытаемся до них дойти в виде трехмерной графики, в виде псевдо-трехмерной
изменяя спрайты, но это можно делать на скретче. Тот же самый процесс игры можно реализовать на любой движке. То есть даже на Майнкрафте можно это реализовать. Создать трехмерные модели грибов и ходить со стилом и бить по ней киркой, там, и создавать, мечом точнее, будет событие срабатывать и так далее. То есть такой тоже вот визуализация, почему нет, возможно, мы не спорим, на Scratch это можно реализовывать, но мне кажется, это достаточно сложно в плане продумать всю логику. Я потому что выкладывал и не увидел, чтобы кто-то повторил за мной какую-нибудь такую похожую типа игру или что-то более сложное. Ну, по крайней мере, я не видел, кто поделился. Вот в иностранных там некоторые энтузиасты, они, соответственно, делятся. Ну, видно и любят они Scratch подобный процесс. Так что в данном случае им, возможно, этот процесс нравится, программирование на Scratch. Ну, в целом, вот какие инструменты визуализации мы хотели с вами поговорить. Я думаю, их там много еще, там есть, если про движкам игровым, то их там бесчисленное множество тоже различных сред. Про Panda 3D, трехмерной игры, разработки трехмерных сред, трехмерной игры какой-нибудь, приложение через Python, Panda 3D вам поможет, например, если вы Python изучаете. Если Python изучаете, вы можете в Blender это писать. Есть, соответственно, C-Sharp, то в Unity, в Godot, например, движки. Если C++ и какие-нибудь Scratch подобный, там, нодовский язык, то есть узлами, вот как сейчас здесь показано наподобие, практикуете, то либо Python, либо Blender, либо Unreal Engine. Ну, Unreal Engine, например, движок, он достаточно требовательный, и не на каждом образовательном запустится. А вот, например, Minecraft может запуститься даже на Raspberry Pi, то есть достаточно дешевом компьютере, и легко и просто. А Minecraft скачать сейчас не так сложно относительно. Есть и лаунчер, например, который позволяет нам это сделать, если не позволяет нам, например, Minecraft по каким-то причинам, то всегда можно так реализовывать. Ну и, конечно же, напоследок контакты. Если кому интересно посмотреть темы по робототехнике, то вам вот в робототехнику либо в ВК, либо в Телеграм. Если что-то именно в общем, какие-нибудь конспекты, уроки, фрагменты, то, пожалуйста, вот тоже есть по методике один IT. Если вам нужно изучить, что такое апофизис, там, поработать, то, пожалуйста, вот на SourceForge она выложена, скачайте, не хочу, говорится. Ну, подробнее некоторые ролики я освещаю на Ютубе, так что не стесняйтесь, заходите. Периодически будут делать некие трансляции, если будет позволять время, если это формат такой зайдет в изучение. На это у меня все. Ну вот 1,5 часа почти мы с вами протранслировали. Надеюсь, интересной для вас оказалась тема. Всем пока, всем спасибо, кто смотрел. Ну, кто не смотрел, я думаю, посмотрит еще. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Пока-пока.